Мальчик-добытчик. Обычно он играет такую роль: не плакать. А если нарушаешь — бобок. Это очень автономный субъект, мальчик под юбкой. Получает травмы, иногда несовместимые с жизнью. Тема воспитания, она становится сложной. Ничего в этом хорошего нет. Давайте закончим, себя я воспитывать не хочу. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Очень часто сейчас говорят о том, что мальчики, юноши, мужчины стали слабее, стали инфантильнее, не берут на себя ответственность. Видите ли вообще этот тренд и связан ли он с неправильным воспитанием мальчиков? Да, я тренд вижу, и это действительно бич современного времени. И он отражает не что-то такое, что с мальчиками случилось, а он отражает скорее то, что случилось с воспитателями мальчиков. Семья, да, нынче устроена вот таким вот образом, создает такое поле причин, в котором произрастают такие мальчики. Мальчики или вообще дети — это будущие взрослые, и они полностью заимствуют это у тех, среди кого они растут. То есть у родителей в основном, в семье. Вот поэтому, когда мы не очень довольны или когда мы говорим: вот что-то там есть не устраивающее нас, это не устраивающее нас в нас самих, то есть в нашей семье, в нашем окружении. И да, действительно есть такая тема. И здесь очень неприятно задающему вопрос обычно это слышать, потому что получается, что ну какой ты, такое и то, что рядом. Именно поэтому тема воспитания, она становится сложной, потому что она приходит в тему воспитания себя самого. Типа давайте закончим, себя я воспитывать не хочу. Все. Скажите, есть ли разница между воспитанием мальчика и девочки? Как-то по-особенному мальчика нужно воспитывать? Да, мальчик — это определенная социальная роль, и у девочки своя социальная роль, потому и для девочки, и для мальчика есть свой контур воспитания. Мальчик — это очень автономный субъект, берущий на себя такое право и обязанность делать какие-то резкие ходы, выходы, экспериментировать. Добытчик. Мальчик-добытчик. Обычно он играет такую роль в семье, а потому его воспитание должно способствовать тому, чтобы он уяснил эту роль. Если мальчик не получит эту социальную роль, он будет такой, как мальчик под юбкой. И здесь же я хотел бы добавить основные 3 вещи, которые ни в коем случае нельзя делать при воспитании мальчика. Первое — надсмешки. Не надо достоинство мальчика, так сказать, снизводить на нет, чтобы мальчик привыкал к тому, что мир будет постоянно его вот так вот троллить, а он должен с этим соглашаться. То есть многократные троллинги, надсмешки и так далее приведут мальчика в состояние, когда он будет считать, что это нормально, и тогда в миру он будет занимать позицию такую, пресмыкательскую. Второе — чрезмерная опека. Семьи или родители, которые создают такой кокон безопасности, ограждая будущего взрослого от ссадин, от каких-то мини-травм и так далее, от возможности соприкоснуться с реальностью, какова она есть, и возможностью начать воспитывать в себе черты, чтобы достойно воспринимать эту реальность, уметь справиться с опасностью внешнего мира. Поэтому опека, приводящая к этому кокону безопасности, воспитывает не очень верные социальные роли и не тренирует соответствующие способности человека справляться с этими вызовами. В результате человек, сталкиваясь в миру с обычной реальностью, получает травмы, иногда несовместимые с жизнью. Третье — не потакать. Воспитуемый, то есть будущий взрослый, должен расти в ощущение, что рядом есть другие люди, у которых есть тоже границы, которые нарушать нельзя. А если нарушаешь — бобо. Дело в том, что даже если в детстве или в юношестве семья смогла создать условия такие, безопасные, все, и это прокатило, то во взрослой жизни он взял и наткнулся на какого-то человека, который взял и руку ему отрубил от того, что он нарушил какую-то границу, и все. Это небезопасно. Поэтому потакательство приводит к тому, что человек не усваивает так называемые нормы сожительства с другими людьми. Надо уважать и уметь вплетать себя в чужие границы. Мы поговорили о том, чего не стоит делать в воспитании мальчика, а что стоит делать. Есть такие же пункты? Конечно.
Вот. Их тоже достаточно много, но я назову сейчас 3 основные. Первое — давать свободу делать ошибки. При этом следует отметить, создавая среду безопасных ошибок. То есть если ваш воспитуемый решит с 5-го этажа прыгнуть, лучше, так сказать, каким-то образом препятствовать этому, да. Но само по себе вот это вот подталкивание или мотивирование делать ошибки, ошибаться так, ошибаться эдак, ошибаться по-разному, да, ошибаться, пробовать, снизведя, в общем-то, да, слово ошибка в термин проба. Вот это вот очень надо, это очень полезно, я всегда ставлю на первое место. Ошибайся лучше. Следует своего воспитуемого, да, в пространстве безопасных ошибок мотивировать на то, чтобы чаще пробовать, чаще не получилось попробовать по-другому, попробовать, не останавливаясь, пробовать. Второе — автономность. Чем раньше юноша почувствует эту автономность и реализует ее хотя бы в росточке, например, заработает первые деньги, примет первое решение, куда потратить заработанные деньги. Вот где-то здесь включается вот автономность, то есть способность самому решать, самому быть. Автономность относится не только к деньгам, к заработку, а, например, к способности выходить из сложных стрессовых ситуаций не с поддержкой другого взрослого, типа да, там, с каким-то советом какого-то взрослого, а самому. Вот когда у ребенка случается какая-то там проблема, да, ему плохо, да, первое, что делают взрослые, пытаются его спасти, пожалеть, там, дать какой-то совет и так далее. Первое правило вот здесь: вот ничего не делайте, просто выкажите ему поддержку, что когда вы в такой ситуации были, например, скажите ему, что да, вы тоже так же переживали, вам было так же хреново, все. Пусть он сам справится с этой ситуацией. И тогда, когда он вылезет из нее, он почувствует свою автономность, свою способность самому справляться с такими ситуациями. И третье — ответственность. Когда человек принимает какие-то решения, ошибается лучше, по пункту 1, да, и он чувствует, что он отвечает за эти решения, а не так, что он там что-то напринимал, а отвечает взрослый, расхлебывает. Так иногда я видел, ребенок что-то наделал, да, что-то там убежал, а его мама или папа, значит, там они расхлебывают, да. Не надо, лучше задержать убегающегося воспитанника и сказать: ну, давай вместе, если ты сам вот пока не можешь, давай я с тобой вместе, давай, но неси ответственность, да. То есть очень важно, пунктом 3 я всегда подчеркиваю, погружать человека в ответственность. Последствия, какие бы они ни были, плохие, хорошие, любые, ты за них несешь ответственность, ты их разгребаешь. Если они тебе не очень нравятся, отлично, это же прекрасный материал для обучения. Вы не сказали по поводу эмоций, эмоционального интеллекта. Об этом сейчас очень многие говорят, что у мужчин, особенно в России, это неразвитая сфера. У нас мужчины не плачут, у нас мужчины сильно не смеются, не танцуют, не поют. Надо всегда быть такой скалой, за которой там прячется женщина. Насколько это правильно и нужно ли давать этот эмоциональный интеллект в воспитании мальчика? Это действительно так. Общество предписывает мальчику не плакать, быть таким твердым, там, сильным и так далее. В результате вот эта несвобода от обусловленности, да, вот эта попытка соответствовать общественному представлению, что такое мальчик, рождает в мальчиках избыточную ориентацию на вот эту вот социальную обусловленность. И вот мальчики зажимают внутри себя эмоциональность, чувственность и так далее. Мальчики плачут, мальчики делают открытия, у мальчиков происходят все те же процессы. Более того, те мальчики, которые закрывают вот этот вот кокон эмоциональности, они перестают обновляться, удивляться. Очень часто можно встретить таких юношей, которые уже там в 14 лет уже такие ходят: что я буду удивляться, чему, все, я уже жизнь познал. Да, сниженный эмоциональный фон или зажимание фона, он приводит к тому, что мальчик перестает накапливать новое, более полезное для себя, как для личности и так далее. Поэтому на самом деле родителям, воспитателям или обществу следует больше погружать мальчика в такую среду, что, ребят, удивляться, да, эмоционировать и так далее, это также нормально. Более того, это способ для обновления и пополнения своего арсенала
поведенческих стратегий новыми, самыми сильными твоими элементами. В России очень много неполных семей, где женщины воспитывают, в том числе сыновей, в одиночку. Или папа все время работает, и по факту он в воспитании не участвует, хотя формально он есть. На ваш взгляд, и, может быть, по опыту, роль отца в чем в воспитании? Вот что именно отец должен на себя взять? Представления женщин о роли отца сильно отличаются от представлений мужчин о роли отца. И в этом смысле идет прям вот дискуссии, даже бойня. И, кстати, мальчики, воспитываемые в неполных семьях, получают очень интересную среду, когда женщина воспроизводит свое представление о роли отца. То есть, женщина вынуждена, да, воспроизводить, грубо говоря, женскую социальную роль и мужскую. И воспроизводя, например, мужскую социальную роль, женщина достает откуда-то некие паттерны, ее представление о том, что такое мужская роль, и вот выдает их мальчику. Удивительно, но я вам так скажу. Мужское представление о роли отца — это следующее: быть. Мальчик, когда смотрит на отца, он, грубо говоря, представь себе, что такой вот молодой пацан пришел на сноубордический склон и наблюдает за неким мастером, который катается. А он вот такой сидит, он боится к нему как бы подойти близко, издалека на него смотрит и начинает копировать его какие-то микроповедения, микрожесты, не особо понимая, почему он это делает. Он их копирует. И через какое-то время этот мальчик уже поехал на сноуборде. Да, через какое-то время тот мастер увидел: о, пацан, ты что тут катаешься, давай я вот здесь вот делай такой финт, да? И вот начинает происходить микрокоммуникация между наставником и вот этим пацаном. Но вначале происходит удивительный процесс. Пацан просто наблюдает за, так издалека, немножко со стороны, за своим, наставником. Представь себе, за своим папой. При этом женщина, когда видит роль отца, она говорит: вот, тебе надо заниматься, чем-то надо заниматься со своим пацаном, иди с ним куда-то там гуляй или кружок юного техника, или, некая активность прояви, на велосипеде покатай, прогулку-то. Вот на самом деле не так. Итак, если коротко финализировать, роль отца — это некий пример своей социальной роли. Вот и все. И там, где наличествует этот пример, прототип, дети во взрослой жизни воспроизводят этот прототип, и все нормально. А что делать мужчинам, которые, например, ушли из семьи, то есть там брак развалился, случился развод, могут ли они просто оставаться примером на расстоянии или все-таки как-то общаться с мальчиком нужно? Жизнь бывает разная, если уж не стали жить вместе, то, в общем-то, следует вести себя достойно. Алименты платить, деньги. Меня вообще поражают мужчины, которые разводятся, уходят, и потом такие говорят: я не буду платить алименты или какие-то, поддерживать семью. Это что такое? Конечно, если жизнь так сложилась, следует найти некую форму, как distant. Есть же дистанционное обучение, так и здесь некую distant форму. Иногда встречаться, но ни в коем случае не доводить отношения до ненависти. Дело в том, что вот эти судачества, даже в разведенных семьях, да, судачество о том, что мама, например, говорит, что папа, он подлец, вот и все, а папа говорит: да она сама и так далее. И вот они накладывают гигантский отпечаток на будущего взрослого, который воспринимает это как социальную норму, вот такое житие-бытие, в ненависти. Ничего в этом хорошего нет. Статистика говорит о том, что мальчики усваивают такую форму поведения и говорят: у меня ж так было, значит, это нормальное социальное поведение, да, все. Поэтому я бы просто строго-настрого обратил внимание семей следующее: слушайте, даже если вместе не стали жить, это не повод, чтобы сраться, судачиться и что-то. Всегда следует найти конструкцию, которая будет… Слушайте, жизнь не прекращается, есть много форм жизни, и самое такое глупое — ввергать свою жизнь в ненависть, источая вот эту токсичность вокруг себя, и живя самому в этой токсичности. Вот и все.
У нас как-то на канале был Маргулан Сейсимбай, который говорил, что девочке вот как раз нужно давать хотя бы базу такую финансовую, ну там квартиру хотя бы ей купить, чтобы она зависимой не была от других людей. А для мальчика это вредно, он должен быть с нулем и сам все зарабатывать. Вы как относитесь к этой формуле, подходит она вам или нет? Мне было интересно послушать мнение Маргулана. Отчасти мой подход пересекается с подходом Маргулана. Только я не делю мальчиков и девочек, я считаю, следует дать своим детям, своей семье, ну, столько денег, чтобы они, ну, не бомжевали, да, но не столько денег, чтобы они могли просто вот жить и ничего не делать. Вот и все. Ну, это очень пересекается. С девочками совпадает, с мальчиками, в общем-то, так же. Дело в том, что в современном мире мальчик, опять же, это не тот, кто обязательно вот добытчик, обязательно там первопроходец и так далее. Слушайте, а если это мальчик, не знаю, музыкант, художник, да, и все. Поэтому пусть у него тоже будет так называемый некий бытовой минимум. Поэтому те родители, те семьи, которые, ну, положат людям, своим будущим взрослым, своим воспитанникам какой-то, ну, там, минимум, это не есть плохо, на мой взгляд. У вас в семье есть правило, это, собственно, всем уже, наверное, известно, подписчикам, что дети, когда достигают совершеннолетия, должны покинуть, собственно, родительский дом. У вас есть разница по возрасту, когда девочек выгоняем и когда мальчиков выгоняем? Да, это уже такой миф. На самом деле мы никого не выгоняем, это установка. Приходит некий возраст, и вот, ну, go, давай. Любой взрослый человек, да, или будущий взрослый, имеющий эту установку, он будет направлен на создание своей семьи. Вот это некая зона отделения, зона того, где семья, в которой ты состоялся, ну, прекращает для тебя быть вот неким таким коконом безопасности, там, где ты, да, и ты уже вот давай вот сам. Мы тебя здесь всегда обогреем, ждем, обуем, если ты придешь, в холодильнике всегда будет колбаса, вот мы так и говорим: Лев, если что, вот приходи, вот в холодильнике там что есть, бери. Он давеча тут пришел такой, говорит: я что-то пришел в холодильник, там рыл, там, там ничего нет, а нас просто не было неделю, мы где-то там отдыхали, а он заезжал в это время, говорит: я вот приезжал, но там, говорит, в холодильнике ничего не было. Я говорю: понятно, учтем, будем продукты длительного хранения там закладывать, чтобы ты в любой момент мог прийти, если что там. Вот. Поэтому, еще раз говорю, дом, где ты произошел, он всегда есть, дом твоих родителей, но у тебя есть свой дом, ты идешь создавать свою семью. В общем, я считаю, где-то с 17 до 21 года должно случиться вот это вот отбытие в экспедицию по созданию, ну, своего жизненного пути. И ежели он не в пути, то с ним не случится его приключение, которое создаст новую сущность, новую семью. И для мальчика, и для девочки. Это очень важно. Ребят, сделали вот этот вот экспериментальный формат про воспитание мальчиков. Пишите мне комментарии, мысли, замечания, а как у вас в семье, да? Вот. И также пишите так: нужно ли сделать такой формат про воспитание девочек. Вот. У меня, напомню, 2 мальчика, 2 девочки, поэтому опыт есть и у мальчиков, и девочек. Да. Поэтому пишите, жду ваши комментарии. Всего вам хорошего, и давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не загореться заживо в этом аду.